добрый день. Наша внезапная встреча. Мы вдруг решили, что мы давно не виделись, соскучились, поэтому решили сегодня собраться, позадавать друг другу вопросики, как жизнь идет, как вообще, что у нас куча новостей. Мы поняли, что надо про это рассказывать, поэтому привет всем. С вами Академия управления здоровьем. Мы сегодня хотим немножко пообщаться, поотвечать на ваши вопросы, рассказать о своих новостях, поэтому поехали, подключайтесь. Кто захочет какой-то вопрос задать, пишите в чате. Мы видим чат, либо, может быть, включайте микрофоны и задавайте вслух. В общем, мы готовы услышать любые ваши вопросы. Для начала мы начнем с наших новостей. У нас, если вы видели, на нашем канале много информации, сколько будет новых курсов в Академии в этом году. Сегодня мы поговорим про февраль. Очень богатый курс, на курсы, на какие-то события, на встречи, месяцы. Немножко поговорим про весну, какие у нас планы на весну. И начнем с того, что у нас завтра начинается курс углубленный. Наш, в общем, давнишний многолетний курс, один из основных курс Академии. Но у нас за последний месяц подключилось очень много новых подписчиков на канал. Кстати, подписывайтесь и на YouTube-канал, и на канал Академии в Телеграме, и подключайтесь к чату, чтобы задавать вопросы, комментировать и получать ответы. И мы поняли, что надо рассказать немножко про этот углубленный курс, потому что он по праву, мы его считаем своей такой жемчужиной. Мы проводим его достаточно редко. Попасть на него непросто, и нужно соблюсти несколько условий. Первое – это то, что мы его проводим примерно раз в полгода. И если вы сейчас на него не попадаете, то, значит, следующий будет только летом, и, может быть, это для вас будет решающее значение иметь. Ну, давай поговорим. Я представлю Виолетта Ханжиян, одна из основательниц Академии, и с нами будет Елена Горьковая на связи, тоже наша подруга, наш друг и организатор Академии. Девочки, представьтесь. Да, спасибо, Олечка. И Оля, конечно, Васильева, наш учредитель Академии, наш преподаватель Академии, человек, который вообще просто фантастически своими результатами радует абсолютно всех и огромный вклад вносит, потому что все, что для вас становится ясно, понятно и доступно, это ее заслуга. Ну что, сегодня у нас удивительная встреча тем, что мы ответим на все волнующие вас вопросы и поможем вам принять решение. Давай еще Лену представим. Леночка – это мастер своего дела, человек с огромной глубиной знаний в направлении здоровья, понимания, психологии. Я просто восхищаюсь ее талантами, вот по-другому не назовешь. Но у нас все талантливые на самом деле. Так у нас случилось, что в нашей академии организовалась с людьми, которым не безразлична жизнь собственная и тех, кто окружает нас. И на этой базе все наши курсы создаются. Я не знаю, Леночка, может, ты хочешь сказать пару слов? Скажи. Ну, я хотела бы продолжить то, что в наше окружение приходят точно такие же талантливые люди, которые еще дораскрывают свой внутренний потенциал, обогащают свои знания, приобретают новые навыки, смотрят на мир, на все происходящее с ними уже благодаря расширенному сознанию. Что о себе? Ну, больше 30 лет, уже больше 35 лет у меня врачебной деятельности, больше 20 лет, уже пошел 21 год, это кинезиологический метод рассеивания стресса, единый мозг 3 в одном. Это биорезонанс, благодаря Виолетте я окунулась в эту удивительную тему, которая позволяет, так скажем, освоить знание человека о самом себе, заглянуть в самого себя и понимать, осознавать, что происходит с каждым.
выявить причину, если мы идем не по тому пути, не по той дорожке и формируем какие-то недуги, недомогания. И с возможностью все развернуть в другую сторону на 180 градусов, повернувшись к себе лицом. Вот это, наверное, самые главные слова, да, повернувшись к себе лицом. Это то, что для нас является самым важным в академии. Как я недавно прочитала, и мне очень понравилось, да, что такое счастье? Отсутствие стыда за то, что было в прошлом, отсутствие тревоги, да, опасений за то, что с тобой сейчас происходит, и отсутствие страха за то, что будет в будущем. Вот, в общем, чувство вины, в общем, вот про это. И мы помогаем с этим людям встретиться с самим собой, понять, кто ты есть на самом деле, понять, что с тобой происходит и почему, порадоваться этому, потому что наше самое главное слово «я тебя поздравляю, ты выздоравливаешь», да? Да, Вот. ура, Ну и ура! У давайте нас ура звучит чаще, чем праздники в году. Мгм. Давайте поговорим, кому может быть полезен углубленный курс, который начнется завтра. Зачем вообще людям идти на этот курс? Мы обучаем отдельно работе на приборе, мы обучаем отдельно ГНМ. Вот что это за курс углубленный? Виолет, я, наверное, тебя попрошу рассказать, что это такое, зачем этот курс нужен людям. Как мы к этому курсу пришли, наверное, да, сначала расскажем, потому что все владеют знаниями в биорезонансе. Неважно, с нами они проходили эти знания, получали, с другими преподавателями, мастерами, неважно. Для нас стало важным, что когда мы начали видеть биорезонанс совершенно с другой стороны, с позиции именно психосоматики, причинно-следственных связей, с той позиции, когда ты стал реально понимать, как у человека возникло это состояние. Вы знаете, мне кажется, это просто круто. Вот я не знаю, кто как, а для меня это высший пилотаж, когда ты человеку не пытаешься рассказать какими-то медицинскими терминами о том, как страшно то, что у него происходит, а ты достаешь из глубины его души вот какие-то такие значимые вещи, о которых он забыл, он их прячет, потому что он боится об этом кому-то рассказать, ему стыдно, или он там переживает за то, что про него как-то будут говорить иначе, и тут ты раз и выловил это на поверхность. И он говорит: откуда вы знаете? Вы же смотрите в компьютер. Как? Откуда вы знаете, что у меня вот такая проблема, что я это чувствую? Вот это делает биорезонанс. Но через те знания, которые мы закладываем, когда проводим обучение по биорезонансу. И я знаю, что к нам приходят люди, которые еще на старых рельсах. Они говорят: ой, что-то чушь какая-то говорится, не может такого быть. Нет, вот надо обратить внимание, что слишком много глистов, слишком много там стафилококков, это плохо, надо срочно с этим бороться. Что-то они говорят не то. Но когда они прослушивают снова и снова о том, какие предшествовали события для того, чтобы вот это все в тебе жило, тут уже невозможно не согласиться, потому что это твоя жизнь, и мы говорим о твоей жизни. Это был первый этап. И когда мы поняли, что мы-то теперь знаем, как это все происходит в биорезонансе, а хочется, чтобы люди другие знали, и тогда у нас появился курс по науке исцеления доктора Хаммера. И этот курс, я хочу сказать, поистине вот закрывает все пробелы медицины и психологии. Я права, девочки? Да, Мне так нравится, когда люди пишут у нас в чате: ну вот это же там, я шел, я ногу сломал, это травма. Это же не имеет отношения к германской новой медицине. Почему вы все время ГНМ пихаете? Дорогие друзья, вокруг все нас, все германская народная медицина, потому что новая медицина, потому что она построена на биологических законах. Мы все являемся частью природы, а значит, эти законы работают на нас. И когда ты прочитал 100-500 умных книжек, и когда ты закончил медицинский институт, и когда ты шел по улице и упал, ты все равно остаешься частью природы, а значит, на тебе все так же работают законы природы, и зная их, ты можешь сильно изменить свое качество жизни и помочь себе и своим близким.
Ну вот с точки зрения техники, да, что такое этот курс? Давайте поговорим про это. Я вот сейчас смотрю на группу, которая у нас собралась на завтра, на курс, который начинается завтра. Это люди, которые у нас год назад учились в ГНМ. Это люди, которые учились несколько лет назад на биорезонансе. Это люди, которые только-только отучились. Вот у нас с января приходят люди, которые идут на 3-й курс подряд в декабре, январе и вот сейчас в начале февраля. То есть это такое пространство людей, которые одни только изучают, одни что-то давно изучали. И мы вот в этом курсе стараемся каждому из вас либо что-то напомнить, помочь освоить какие-то знания, либо что-то еще раз повторить, и тогда повторение, как известно, матушка учения, да, то тогда это становится вашим основным таким глубоким знанием, да, принятым внутри. Поэтому на этом курсе мы детально повторяем важные биологические законы по германской новой медицине, и дальше начинаем их применять, показывать, как их применять при работе с прибором. Причем большая ценность вот для меня, и вот я себя ставлю на позицию студента такого вот курса, мы разделяем на маленькие группы наши. Это не то, что если вот вы учились, и у нас большой курс, скажем, 30 человек, да, а мы разделяем на маленькие группы и разделяем на пары. Вы будете работать в парах под пристальным и доброжелательным присмотром преподавателей и экспертов, сможете все тут же немедленно в жизни проверить. Лен, а мы можем еще и тут же показать людям, да, как вот завтра на курсе мы будем и прямо говорить о том, а как помогать, какие методы исцеления мы можем использовать, быстрой какой-то помощи, да, друг другу. И эффективной, да, вот ЛЗК. Да, ну вы, наверное, все помните 3-й день нашего вебинара по биорезонансу с комплексным подходом, и у нас там на первом месте всегда стоит работа со стрессом, поскольку, ну не секрет, и все уже не сомневаются в том, что все болезни от нервов. И вот техника ЛЗК, лобно-затылочная коррекция, это реинтегратор мозга, который возвращает ток энергии через осознание из задних отделов мозга в лобные доли, в которых находятся центры, которые отвечают за выбор, за принятие решения, за выход из любой ситуации своим собственным оригинальным способом, как я это вижу, как я это чувствую, как если я слышу голос своей души, поступаю по велению сердца. Вот. И преимущество... О механизме стресса вы все слышали, да, что когда человек воспринимает возникшую ситуацию драматично, кровь уходит из лобных отделов мозга в задние, приливая к мышцам, подготавливая их к действию. И мозг в задних отделах, там, где у нас центры, которые отвечают за выживание, там, где ствол мозга, который отвечает за пищеварение, поесть, попить, там же еще лимбический мозг, который отвечает за наслаждение, удовлетворение. Вот, это, так скажем, бенефициары, властители всего, что происходит с человеком. Вообще каждый человек стремится к наслаждению, к расслаблению. Но жизнь наша – это как вдох и выдох, это симпатическая нервная система, которая отвечает за мотивацию, за действие, за напор. Некоторая доля стресса полезна, да, иначе без напряжения определенного мы цели своей не сможем достичь. Как вдох, бодрствование, активная деятельность, так и выдох, расслабление с отдыхом. Я сейчас себя поймала на воспоминании удовольствия. Я вдруг задалась вопросом, а какое удовольствие мы получаем от курсов? Понятно, что это большой кайф вообще делиться всем тем, что мы знаем, знакомиться с людьми. Вокруг нас такие какие-то люди появляются, которые создают какое-то чудесное пространство, это правда.
А сейчас я поняла, я всегда вспоминаю, когда курс заканчивается, вот остается последние там 5 минут, и когда мы начинаем прощаться, и я всех начинаю разгонять, ну что, начинаем расставаться, и все, никто не хочет уходить, и это какое-то такое, ну давайте еще поговорим. Я вот пересматривала записи, готовлюсь сейчас к курсу, и я помню последнее, там Света сказала, я говорю, ну все, давайте расставаться, она такая, нет, сразу нет, не пойдем, нет, не будем. Вот это вот чувство какого-то, что люди все за эти 3 дня стали твоими близкими, и мы действительно не расстаемся, а просто на ненадолго уходим из связи, но остаемся друг с другом все равно близко, душа к душе. Да, Виолетта? Да, для меня это большой подарок, еще судьба каждого человека. На нашем курсе у людей разрешаются конфликты, и мы помогаем завершить их. Это очень важно. Когда вы не остаетесь сам на сам со своими конфликтами и со своими постконфликтными состояниями, это когда вы в окружении людей, которые готовы вам подсказать, куда посмотреть, в какую сторону, на что обратить внимание, а как завершить конфликт, а как изменить свое отношение к ситуации. Мне кажется, вот это вообще дорогого стоит, потому что сегодня, чтобы помочь человеку завершить какое-то стрессовое состояние, люди ходят годами к психологам, годами, понимаете? А люди приходят к нам на курс, и буквально за несколько дней они расцветают. У них картинки их жизни пролетают перед глазами, и они начинают осознавать, как они формировали эти все процессы. Самое классное, что когда человек понимает, что происходит, он больше никогда не захочет идти по такому пути и поможет тысячам людей выстроить свою жизнь, свои взаимосвязи так, чтобы его не коснулась это какая-нибудь больная тема выздоровления. И, конечно же, совместная работа. Люди с нами... Да, я вот думаю, кому нужен этот курс углубленный, да, он в первую очередь нужен профессионалам, которые работают в этой области выздоровления. И вы, получив вот этот навык работы, который мы показываем, вы можете уменьшить время своей работы с одним человеком. Вот до 30 минут. То есть вот этот этап получения информации, его понимания и того, какие вопросы нужно человеку задать, и получения этого результата, это буквально сжимается до нескольких минут. И сейчас, например, мне совсем не обязательно сидеть, заниматься изучением всех этих очагов, которых много, можно выделить и сидеть их изучать долго-предолго часами, как я это делала, да, я сама через это любопытство, через вот этот этап познания прошла. Но сейчас я вижу просто на съеме, и я в момент, когда идет съем и разговора с человеком в этот момент, я уже понимаю, что я там увижу, я понимаю, какие вопросы задать можно человеку, и я понимаю, как его подвести к тому, что с ним будет дальше. Потому что сам доктор Хаммер, он говорил, который является основателем, да, вот этой науки германской новой медицины, он сам и говорил, что знания ГНМ, они как раз и позволяют перейти без страха вот в эту фазу исцеления, а значит, вы сможете пройти естественным путем исцеления намного быстрее и проще, не углубляясь в какие-то, не получая каких-то серьезных проблем. Ну, я думаю, что мы подробно рассказали про наш курс. Пожалуйста, слушайте, записывайтесь, обращайтесь к нам. Вы еще успеваете попасть в группу. Давайте пойдем дальше. Да, давай спросим, Олечка, давай спросим, а есть у нас из присутствующих здесь те, которые этот курс прошли? Если есть, подключитесь и поделитесь своими впечатлениями. Я вот вижу Свету Фельдинг, но там нет микрофона. Кто-то ответил. Здравствуйте, я прошла. Да, Ларис, привет. Да, я прошла этот курс. И, конечно, вот я занимаюсь, вот сейчас слушала вообще вот о всем, о чем вы все говорили. И теперь вот без этого прибора, без знаний ГНМ, без еще дополнительного комплекса, то есть я работаю с людьми в комплексе, действительно очень много практик. Ну, как бы не все сразу применяешь, а именно какие
это зернышки вот эти, жемчужинки. И вот уже без новой германской медицины, без прибора я просто не представляю, как работать. Это обязательно надо пройти. И мало того, что где-то почитать или посмотреть что-то, послушать в интернете, но самое главное, конечно, это вот практика. Например, даже на своем примере, если вот было у меня такое, да, когда я как раз проходила вот именно на углубленке, и у меня была боль в пояснице, и как девочки со мной работали, я просто не поверила, что за 15 минут моя боль ушла. И вывели, нашли именно ту причину, что явилось вот этим треком, который у меня долго-долго сидел. И теперь я так скажу, я теперь свободна, свободна от всех этих зажимов. И, конечно, я очень-очень-очень благодарна девочкам. Вот насколько они все вот такие умнички. Вот если получаем информацию, Оля так структурирует все. Вот в этих табличках все понятно. Виолетта там рассказывает очень ясно на примерах, как Хаммер занимается, где это мы можем увидеть, как в приборе, как Лена, вот это мозг 3 в одном, вот это лечение кинезиологии. И буквально, я говорю, вот все, кто у нас был, разрешили свои проблемы. Даже вот ради того, чтобы отработать свое где-то даже. Свое, своих родных и близких. Начинаем, конечно, мы всегда с этого, а потом уже работаем с клиентами. Я очень, девочки, благодарна вам. Всегда вспоминаю и думаю, я бы еще, наверное, пошла на курс. Спасибо. Спасибо. Потому А что ты когда я- сказала Да, свободная, то, наверное, и бесстрашная, да? Мы вот теперь так. конечно, это все ушло. Если я раньше действительно, я по 5 дней, девочки, расшифровки делала. Я не могла просто так человеку сказать, пока я все закоулки его системы органов не проверю, я не могла вынести какой-то вердикт. Вот. А теперь, конечно, да, и раньше, конечно, была такая направленность, что наши враги– это паразиты, это вирусы, это бактерии, а нет, работает Сейчас ты с совсем ними по-другому. подружилась, да? Теперь вы с ними на одном языке общаетесь. И А можете то, договориться. да, да. Ах, ты пришел мне помочь? Благодарю. Да, я выздоравливаю. Так, Спасибо, Ларис, спасибо девочки, большое. очень благодарна. Ну, и если еще будет возможность, то тоже приеду. Мы Конечно, обязательно вас будем приглашать на мастер-классы, которые у нас будут готовиться. У нас впереди грандиозные еще события, мы об этом расскажем. Так что будет возможность погрузиться и более профессионально обменяться опытом. Мы все это будем для вас создавать. Да, да, и это Лариса, когда у нас в чатах спрашивают, покажите нам, дайте контакты специалиста из Питера, Мы ориентируем. только тебя даем. Благодарю, девочки, благодарю. Конечно, очень интересно сейчас вот дает информацию Ирочка, Лена, и это тоже увязывается с новой германской медициной, с прибором. То есть вот это вот как бы знания, они вокруг, в общем-то, ну это одно и то же, в общем-то, только смотрится со всех сторон. И если мы где-то в одном месте не доковыряем, то в другом доковыряем. Поэтому вот этот комплекс повышения квалификации было бы неплохо. Вот, благодарю. Не буду занимать. Спасибо. Спасибо. Света Фельдинг. Да. Может, расскажу, я вышла из кабинета, я Давай. тоже молчать не могу. В таком деле я очень благодарна. Я прошла, да, и ГНМ отдельно, еще у Виолетты начинала, и потом биотест, и углубленный. Но это что-то, мы вот с Ларисой в какой-то группе были, да, я помню, как мы рыдали, как у нас, мы в туалет бегали, пока кто-то разрешал свои конфликты, и разрешались наши, пока до тебя очередь дойдет, ты уже и конфликт это вроде разрешил. Это, ну, это не описать, это надо просто пойти, окунуться в это. Спасибо вам, наши девочки, профессионалы. И знаете, вот это, когда думаю, органопрепараты, что это такое? Виолетта говорит, подожди, придешь на курс, узнаешь, за полчаса все, открываю,
как все понятно с тобой. Иди разрешать свои конфликты, как у нас на работе. Вот у меня сейчас был перелом ребра, я такая, о, самообесценивание, конечно, все разрешила свое. А тут парень на работе вышел с перелома ноги, я его вызываю в коридор, говорю, ну что, не уйти, не прийти, в каком месте ломал? Какая ситуация у тебя разрешилась? Он на меня смотрит, я в это все не верю. Это скользкий пол и баня. Я говорю, это просто уже послужило отправной точкой, у тебя разрешился конфликт. В общем, на меня смотрят как инопланетянку. А дома мне уже все, мне уже все верят, муж сам уже видит. Я его приучила, я говорю, видишь, вот сейчас лежал в больнице, они как пошли его пичкать, а ему нельзя было, столько капельниц, чуть не угрохали. Я сидела на приборе и отсылала ему картинки, как я делаю терапию, коррекцию в больницу, и как улучшается его состояние, как они вгоняли ему этот атеросклероз. Уходил с желтенькими, а появлялись черненькие. Спасибо, девочки. Теперь я живу и не боюсь. Знаете, вот раз выписали из больницы, а он сидит, а у него ну, знаете, вот постинсультное состояние, он еле языком. Я такая сначала, ну, у меня тревожности уже нет, я понимаю, что происходит, я такая, о, так это же все, мы же разрешили конфликты вплоть до потери сознания, все вот это. Потом пойдет ПКФ-2, главное не загрузиться, главное не испугаться, с ним беседую. В общем, знаете, если не знать и не учиться, то со стороны мы какие-то инопланетяне на нас смотрят. А для нас это вот, как вот говорят у нас в академии, да, волшебства нет, это просто определенная степень знаний. Спасибо, девочки, всем рекомендую. Спасибо, Позвольте Свет. мне рассказать свой результат, Да, Ольга. уходим. Сейчас, минуточку, сейчас вот я... Ну, я не буду... Включить видео или как вам лучше? Вот меня, чтобы Давай, видно давай было. видео, открывайся. Если можно, Читай, включи, да. открой личико. Сейчас я, подождите, минуточку, никак не могу нажать. Блин, да что ж такое-то? Вот, наверное, вот это вот, да. Вот, я видео включила. Да, Мгм. мгм. Вы Видим. меня видите. Да. Я хочу поблагодарить вообще всех разработчиков, и именно вас, в частности, за такой великолепный прибор, за разработку, за те знания, которые я получила на начальных курсах. Ольга, очень благодарна вам, очень разжевываете все популярно лени, горьковатой. Благодаря вот этому, у меня сейчас вот муж в больнице, он поступил черепно-мозговой травмой. А благодаря прибору вот этому, ему вчера сделали операцию, а сегодня он уже в палате. То есть вот я работала с ним по прибору, восстанавливала вот это все ему. Вот, у Лены проконсультировалась, вот Лена подсказала, на какие, так скажем, воздействовать, Срезы как правильно. воздействовать, да. Да, срезы и как воздействовать правильно. Да, Лена, благодарю очень. Искренне вам признательна, очень. Так что вы просто волшебницы. Очень, очень, очень вам благодарна. Низкий вам поклон. Благодарю. Во Спасибо благо и во большое. здравие. Да, Татьяна, вы Да, теперь тоже благодарю. волшебница. Вы теперь в наших стройных рядах. да. Благодарю вас. Благодарю. Мгм. Света Физинг написала, потрясающие возможности открываются, это правда. Ты разобралась со своим звуком? Можешь подключиться? Могу. Есть такой момент. Давай. Вот я не так, чтобы сильно воцерковленный товарищ, но почему-то меня зацепила ГНМ, вот прежде всего, почему ее легко признать. Она не противоречит вот именно моему взгляду на божественную сущность. То есть Бог, Он всемогущ, но не потому, что Он с карательными функциями, потому что вот всегда где-то обязательно звучало, это Бог покарал, это Бог наказал. Он не наказал, он не покарал, и это четко прослеживается именно в германской медицине. Вот. И нет у него задачи наказывать нас болезнью. И природа никакого зло намерения не имеет по отношению к нам. И направили нас сюда вообще для радости. И в канонах, и в молитвах везде об этом сказано. То есть наказание – это уже наши заморочки человеческие. Ну и спасибо фарминдустрии, они хорошо это наказание
обеспечиваю. Вот. И вот действительно у каждой задачи, буквально у каждой задачи есть свое решение. Главное это услышать. И вот наши девчата нам, собственно, в этом помогают. Это очень важно. Очень важно. Спасибо, Свет, спасибо. Спасибо. Про радость очень хорошо ты говоришь, Да. прям радостно от этого. Благодарю. Все понятно становится сразу. Знаете, вот самое главное – это знания, которые дают возможность приобрести веру. Веру в себя и веру во что? В справедливость? Веру в исцеление. Веру в исцеление. Целесообразную биологическую специальную Вот. программу. Да. В то, что во все вокруг исполнено смысла. Вот. Да. Для меня это важно. Ну что, поехали дальше. У нас зажигаются новые звездочки, и они прекрасные. Я бы хотела тебя, Виолетта, попросить рассказать, а как ты вообще попала в эту тему биологических точек? Как оказалось, что у нас вдруг теперь есть новая звездочка в Академии, новый курс прекрасный? Но сам путь, конечно, это мой путь всегда складывается из поиска для моих близких решений по здоровью. Вот выискивая для моих близких, а что я еще могу для них сделать, чтобы им помочь, меня Господь как-то ведет в эти направления. Ну, кто-то успевает к этому времени еще остаться живым, чтобы использовать еще один инструмент. Кто-то не успевает и уже душа принимает решение покинуть эту землю. Но когда, вы знаете, ты начинаешь свой путь, и ты уже на автоматизме двигаешься, то есть остановиться в этом пути невозможно. Вот так меня Господь привел в рефлексологию. Привел вообще, вот мне много рекламы приходило в этом плане от разных преподавателей, но вот как-то так вот пришла все равно в направление, где доктор Аид представлял эту методику, ну вот захотелось отсюда взять. Вот, знакомство с доктором Раидом и Леной Герливановой для меня были вообще вот, ну, вот переворотом в моей жизни многих аспектов оздоровления. То есть я поняла, вот она как, оказывается, кнопочки нужно нажимать. Потому что, когда я обучалась остеопатии, у меня был такой преподаватель, который говорил, а вы знаете, есть такие мастера, которые, вот они вас спросят, что с вами, а потом подойдут, нажмут вам на ноге одну всего лишь точку там на большом пальце, и человек встал, и он пошел, у него ничего не болит. И я все думала, где же эти точки-то? Где они на теле находятся, чтобы можно было нажать, и все было сразу хорошо. И вот этот путь для меня широко открыт был вот благодаря вот Институту рефлексологии, и я благодарна, что я пришла, что я выбрала их, а не других, потому что много на рынке возможностей. Вот почему, я теперь понимаю почему. Потому что вот Лена Герливанова – это тот человек, который влюбил меня в этот метод. Влюбил. Почему? Потому что профессионализм, потому что ее уверенность, когда она жмет эту точку, потому что она может ответить на любой вопрос, потому что у меня болела коленка, она мне ее скорректировала за каких-то несколько минут, но это, конечно, было жуть как больно. Она мне говорит, ну у тебя же эта коленка болит, поэтому у тебя с этой стороны болят точки, а с другой-то не болит. Я говорю, не болит, и точки не болят, не болят, не болят. Думаю, блин, но через несколько минут коленка забыла, что она когда-то вообще болела у меня. Поэтому этот метод для меня – это спасательный круг. Я еще скажу два слова. Вчера буквально у меня были девочки, клиентки, подруги уже, потому что все, кто ко мне приходит в мое окружение, сначала это клиенты, а потом это просто друзья. Ну, вот так мы устроены. И я им стала показывать, как работать с этими точками, скорректировала шею, плечи, мочевой. Они говорят, а что, так быстро можно? Я говорю, да. И вы знаете, говорю, девочки, я вам рекомендую идти на этот курс по одной простой причине. Для меня это стало возможностью в экстренной ситуации спасать человеку жизнь. И у меня только курс я закончила, неделя прошла,
И мне Господь сразу ситуации подогрел, в которых я еще больше уверовала в этот метод. Когда надо было спасать жизнь человеку в самолете, и это удалось, конечно, я использовала все, что я знала, но человек полностью в себя не приходил. И благодаря точкам скорой помощи он очнулся и понял, что ему больно. Я поняла, что он пришел в себя. Когда ты едешь в поезде, а тебе друзья ночью звонят и говорят: спаси, жена упала в обморок, что делать? И ты просто говоришь, какие точки нажать, он делает, и она приходит в себя, пока скорая приехала, уже помощь от скорой не нужна. И вот в эти моменты ты понимаешь, что эти знания архиважны. Я приезжала в Китай, приезжала в другие страны, и я понимала, что люди живут этими знаниями, они восстанавливают себя через эти точки, через активные зоны. Просто нужно понимать, в какой момент, когда, сколько раз нужно это сделать. Поэтому для меня это направление, это наука. И эта наука пришла к нам. Да. Давай расскажем. Итак, у нас в феврале, 6 февраля будет вебинар свободный для всех желающих. Лена Герлеванова расскажет, покажет свои методы скорой помощи. Это уже не первый наша встреча с Леной. У нас на канале на Ютубе ищите ролики с Лены, у нас и прекрасные шорты есть. Буквально за 15 секунд показывает человек практику. Эти шорты набирают 1000 просмотров и людям помогают однозначно. 6 февраля Лена будет проводить у нас бесплатный вебинар для всех желающих, а 10-11 февраля для тех, кто хочет уже глубоко профессионально погружаться в эту тему, приходите к нам на курс. Тем более у Лены есть заманчивое предложение. Да, Лена, подключишься к нам? Скажешь? Ты звук только включи, пожалуйста. Так, все, сейчас слышно, видно. Всем добрый день. Да, Я благодарю за такое представление. Я очень рада, что я теперь в команде Академии управления здоровья с такими прекрасными, высококлассными специалистами, как Виолетта, Елена, Ольга. О лицевой рефлексологии можно говорить бесконечно. Она прекрасно совмещается со всеми методами оздоровительных практик. И, как Ольга сказала, 10-11 числа будет проходить вебинар «Красота и здоровье. Быстрая помощь на все случаи жизни», используя зоны и точки, которые у нас располагаются на лице, в котором я расскажу, как, используя зоны, проекции, биоактивные точки, как они связаны с органами, как мы можем быстро сами себе помогать в любой ситуации. Один из примеров – это действительно очень яркий пример работы биоактивных точек и их активации. Это пример Виолетты, когда она спасала человека, находясь на борту, в такой ситуации, в которой никуда не денешься. И это удалось, и получилось, и оздоравливать и помогать себе, своим близким, своим пациентам, клиентам может каждый. О чем я буду рассказывать на вебинаре 10-11 февраля. Всех приглашаю к обучению. У меня есть приятный бонус для тех, кто оплатит обучение до 7 февраля. Я буду в подарок давать инструмент, такой вот комета, который мы используем для стимуляции биоактивных точек и для стимуляции зон на лице. То есть быстро себе помогаю. Он достаточно компактный, его можно носить в кармане, в сумочке и брать всегда с собой. Это такой приятный бонус. И я люблю дарить подарки своим ученикам, те, которые им пригодятся в практике. Лен, давай еще поговорим. Это же кажется, что это такая практика, которую надо вот прям практика, прям стоять рядом, смотреть, нажимать, тело свое подставлять, получать эту боль, которая тебя исцеляет. А какие у тебя планы? Вот мы сейчас вебинар проводим, да, этот курс, он будет в онлайн-режиме. А где-то можно будет приехать и поучиться, или как ты это планируешь, вот, чтобы человек пришел и прям получил практический навык? Конечно, планируются практические занятия, можно будет присоединиться к практике, будет очный курс обучения, в которых я покажу и расскажу, как
и мы с каждым потренируемся, как находить эти точки, как находить эти зоны, и можно присоединиться. Это будет в разных городах, это в Москве и в Краснодаре планируется в ближайшем обозримом будущем, в ближайшие пару месяцев. Даты проведения очных обучений и очной практики мы будем дополнительно сообщать в чате Академии здоровья, так что следите за анонсами. А еще на канале Академия здоровья. Я туда всех отправляю. На канале, да. На канале Академии здоровья. Для обучения 10-11 числа нам понадобится 2 инструмента. Это вот грабли, комета. Еще к ним есть в наборе буклет, то есть это на выбор каждого учащегося, какой комплект он хочет приобрести. Если нет сейчас возможности приобрести комплект инструментов или какие-то другие иные причины, то тогда просто понадобится подручные средства. Это гребешок для волос и обычный карандаш. Или даже обычная чайная ложка, потому что можно кончиком ложки тоже стимулировать зоны и точки успешно. Это правда. Я маме помогала просто чайной ложкой, кончиком. У меня такая прям очень хорошо работает. Да, этому я всему научу. Еще есть 2 прекрасных инструмента, которые тоже очень компактные. Вот такие вот грабельки, такой ролик, с которым мы можем работать по лицу и даже частично по телу, то есть восстанавливать свою красоту, свежесть лица, омолаживать себя. И я готовлю вебинар на эту тему тоже. И я так предполагаю, Оль, что мы, наверное, проведем ознакомительный вебинар по красоте лица. Я хочу сказать, что у меня всегда к Лене вопрос был. Лена, как тебе удается жить без морщин? Она говорит, я ничего не делаю такого. Ну, а что ты делаешь? Ну, и она показывает, как она делает, что она делает. Это вроде... Но на самом деле это просто. Это действительно просто. Жить без морщин, и себя можно восстанавливать, потому что работа внутренних органов у нас отражается на лице. Чем мы здоровее внутри, тем лучше мы выглядим снаружи. И мы можем воздействовать простыми инструментами, если они есть, и даже просто своими руками, массируя кожу головы, лица, зная правильную последовательность, все эти зоны прекрасно выглядеть в любом месте, в любой ситуации. Ну, давай еще раз проговорим, что можно прийти на онлайн-курс, а практически навыки в реальной жизни можно, например, подключиться, прийти в Москве, да, у нас будет в Москве группа, которая будет в офлайне учиться, и если вы проучитесь у нас вот сейчас, то можно потом прийти туда к ним на практическое занятие. И в Краснодар, ты сказала, ты готова там будешь проводить. И в ближайшие месяцы мы планируем в Москве большое наше событие, которое мы тоже анонсируем. Там тоже можно будет прийти и получить практический навык, получить от Елены. Да, совершенно верно. Все и так. На мероприятии Академии в Москве можно просто подойти даже, помимо того, что получить практический навык, просто познакомиться, ознакомиться с методикой, потому что очень многие уже о ней слышат, кто-то уже пользуется, такой как самоучка, и на любительском уровне можно подойти, ознакомиться, я все расскажу, покажу с удовольствием. Еще самое главное, что методику можно совмещать с другими практиками, и понимая, что происходит на физическом уровне, прорабатывать это очень быстро через точки, подключая другие методы, которые есть. Это биотест, причинно-следственные связи. Вот все, что есть у нас и есть в оздоровительных практиках, мы все это можем совмещать. Ну, это вообще фишка нашей академии. У нас мы стараемся все собрать в одно место. У нас такой интегративный подход к знаниям, это правда. И как сказала Лариса, это действительно это доказательство того, что то, что мы знаем, это правда. То, что это есть истина, это так. Идем, ну, еще раз, 6 февраля приходите к нам на вебинар для всех желающих. Елена будет проводить вебинар об Академии. И 10-11 у нас курс, тоже, пожалуйста, записывайтесь. Следующий по календарю, 17 февраля у нас будет замечательный, очень глубокий курс про камни внезапно.
Камни, которые и драгоценные, и полудрагоценные. Оксана Десятниченко тоже у нас выступала в январе на вебинаре «Здоровые каникулы». Кто хочет посмотреть, то тоже посмотрите. Эта тема настолько всех заинтересовала, огромный отклик мы получили. И Оксана готова провести у нас курс про камни, рассказать, как с ними вообще взаимодействовать, как их подбирать, какие они бывают, что с ними вообще делать. Для меня была удивительная такая фраза от нее, что камни живут свою жизнь, она просто очень медленная. Мы для них просто такие, как вжух, как мухи мимо пролетаем, мимо их жизни, а они лежат, и они измеряют свою жизнь сотнями и тысячами лет. И мы просто так рядом с ними тут выходим постоять. Очень интересный курс. 17 февраля это будет. Я думаю, что мы, может быть, еще заранее тоже какой-нибудь проведем ознакомительный вебинарчик. Тоже, пожалуйста, обратите на него внимание. Ну и наша тоже прекрасная следующая звездочка, которая у нас появилась в Академии, Ира Гараева, которая тут вот как раз в нашем же направлении живет и работает, в направлении совмещения, интеграции всего того, что ты знаешь, в одно какое-то единое суперценное знание. И в феврале мы планируем, 27 февраля, тоже запишите себе, будет вебинар Иры Гараевой для всех желающих. Мы предварительно определили тему как герудотерапия и дети. На прошлой неделе у нас проходил очень интересный вебинар. Ира рассказала об этой теме подробно, про пиявочек. Я теперь уже только так их называю. Хоть я думаю, что я еще не готова позволить, чтобы в меня там кто-то впился куда-то. Но, видимо, это придет на следующем вебинаре. Да, Ир? Расскажи, пожалуйста, какие планы? Можно я немножко скажу о том, что Да. Ира удивительный студент нашей академии и теперь преподаватель, потому что это человек, который легко обучаемый. Знаете, это вот редко такие люди встречаются, но вот она из категории людей, которые умеют не просто на поверхности что-то там понять и сказать, да, я знаю, я это проходила, а она умеет нырять, брать, выныривать и нести это другим людям. Это талант тоже. Да, вбирать, впитывать и делиться тут же. Ну, а любовь ее к пиявкам влюбила уже меня до такой степени, ну, как Оля, я скажу, я еще, может, не готова, но я уже их очень люблю. Друзья, приветствую. Это как раз была та мысль, та цель, которую я хотела донести в своем вебинаре, который проходил у нас, что какое же это драгоценное существо, самое духовное из живых существ. Это символ первородной космической энергии, то есть это для кого-то живой шприц, для кого-то энергореабилитация. То есть это уникальный метод, который использовали все древние люди, знали во всех цивилизациях. Да, это древнейший вообще инструмент здоровья, лекарь, который нам вот Господь создал. И я мастер оздоровительных практик, я занималась герудологией, серьезно есть медицинское образование, получала потом фармацию, противопаразитарные лекарственные средства, но когда я пришла в академию, и я вот нашла то, что я искала всю жизнь, я нашла ответы на свои вопросы, и курс по прибору, я приходила один за другим, и базовый, и ГНМ, потом углубленный. У меня до сих пор это настольные материалы, вот таблички, которые вы подготовили, когда вот все это сошлось в одно, а я человек системный, я же еще Бауманка, мне нужна система четко, мне надо открыть таблицу, что вот это, вот это. У меня четко все это в голове, оно выстроилось. И когда пришла остеопатия, когда можно, я понимаю, что я ставлю пиявку, там в пуп, первая центральная постановка, пиявка идет вглубь, она спайку растворяет, я тут же руками могу помочь расправить эти спайки, дальше выровнять человека. И я понимаю, откуда у нас столько сердечно-сосудистых проблем, когда самый частый конфликт – это конфликт самообесценивания, да, и все наши суставы, переломы, там, позвоночники, все остальное, вот он конфликт самообесценивания, и надо работать и с причиной,
проговаривать, чтобы люди понимали, откуда у них это все, чтобы не было рецидивов, что результат есть, когда человек выходит из этой стрессовой ситуации, меняет модель поведения. Мы над этим работаем. Надо устранить дефициты, да, чтобы не повторялась эта ситуация в будущем. Пиявка, она помогает очень быстро пройти эту фазу исцеления, плюс на чистую кровь все вещества работают лучше, плюс она дает энергореабилитацию. То есть в моей голове как пазл все это сложилось как надо. И когда вот проходила много курсов, тоже была с организатором курсов по герудотерапии, и я, когда появился прибор, я тестировала всех подряд коллег, преподавателей, тестировала всех. И мне был интересен результат работы этих методов. И когда я видела людей здоровых, я говорила: здорово, а что вы делали? Да, я тоже так хочу. Я включаю вот это все в свою программу. И видела другие результаты, когда люди вот то, что они делают, и я не вижу результата, который мне хочется повторить. Я вижу, усугубляется анемия, да, усугубляются проблемы с печенью, еще какие-то вещи усугубляются. Я понимаю, нет, так нельзя. Работать бесконтрольно нельзя, то есть даже следуя протоколу, можно навредить. Тем более, что часто есть аутоиммунные состояния, повторяющийся конфликт самообесценивания, да, самоедство. Это вообще другие подходы к постановке. Как с детьми надо и бережно, а люди могут об этом не знать. Поэтому, чтобы не навредить, чтобы не дискредитировать метод и использовать его максимально продуктивно, его надо совмещать с прибором, с ГНМ, с коррекцией стрессов. Я проходила обучение по стопам Виолетты у лицевой рефлексологии, да, с Леночкой Герливановой познакомились, подружились, и наша дружба вылилась в то, что уже знание метода лицевой рефлексологии я соединила вот с герудотерапией, уже точки по лицу мы стали брать осознанно, прям прописали целые методы, как это совместить с лицевой рефлексологией. И в свою очередь, да, то есть рядышком друг друга поддерживаем, мы наши методы дополняем друг друга и помогаем им стать еще эффективнее. И вот родился тот интегративный курс, который целостно собрал вот все мои знания, которыми я обладаю, и которыми благодарна девочкам, что они сподвигли меня делиться своими знаниями и нести их дальше. Вот, я готовлю прям серьезно, основательно, как я все это делаю, вебинар по герудотерапии детям. Когда меня спрашивают, а что делать с младенцем, почему у него там так много там листов, паразитов, дети болеют, диатезы и все остальное. Начинать здоровьем детей надо заниматься, начиная с родителей, с момента подготовки. Да? Гармоничная подготовка, устранить дефициты, убрать мамины, папины стрессы, гармоничная беременность с добрыми мыслями, как роды должны помогать, чем мы можем помочь после родовых травм, да, людям, когда там копчики, атланты и все остальное, чтобы потом диатезов не было. И как просто там буквально 1, 2, 3, 4 сеанса можно помочь справиться деткам там с хроникой, разрешить то, что без герудотерапии не решается. Вот, поэтому вот такое мое видение. Я думаю, что мы тоже подготовим бонусы для участников моего вебинара, и я с удовольствием буду ждать москвичей уже и на практике у себя, и на общих мероприятиях для тех, кто приедет из других городов и пройдет мой курс. Мы попрактикуемся в Москве, либо на вот встречах, как только сможем, будем практиковать. Мне нравится, как ты рассказала, что я сделала свой курс, потому что мне все время что-то не хватало у других, а теперь я сделаю так, чтобы все было так, как я хочу. Это, наверное, самая лучшая мотивация для всех. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Сделай так, как ты бы хотел для себя. Вот когда ты делаешь как для себя, то это становится ценностью, потому что ценность такого курса заключается в передаче опыта, многолетнего опыта в практике. Не просто я там читала книги, а я это делаю каждый день, я знаю. Ирочка, можно мне вопрос задать? Да, конечно. Угу. Ирин, вот я проходила уже как бы 3 курса по герудотерапии, начиная с Крашенюка, нашего академика, вот, и хотела бы все-таки там попасть к тебе, насколько это обосновано, ну, нужно это или нет, потому что я вижу, что ты тоже человек системный, уже есть какие-то протоколы, и ты вот тоже первый курс ты будешь делать с детьми,
и это онлайн-бот, да? А второй уже офлайн, или как, я не поняла? Нет, Лариса, смотри, 27 февраля будет вебинар про детей. Он будет бесплатный, он будет доступен для всех. Да, это просто вебинар, вот он доступен, он открытый, и я хочу, чтобы все к нему присоединились. Вводный такой, да? Вводный. Вводный, да, вводный. А курс сам, он уже будет проходить с 29 февраля по 3 марта, 4 дня онлайн, с 10, наверное, до 16, 4 полных дня уже с полным погружением. Я не делю свой курс на части, я хочу дать, начиная с базы, с базовых центральных постановок, дать все протоколы по всем вот основным направлениям. Он будет полный. Курс, плюс мы туда добавляем и ГНМ, и прибор, да, и лицевую рефлексологию, поэтому он будет полезен и для тех, у кого еще нет опыта. Можно просто сразу правильно научить человека, как нужно делать, как вот Виолетта ведет остеопатию, да. Также этот курс будет и полезен для тех уже, у кого есть опыт герудотерапии, но надо вот совместить эти знания уже с новыми знаниями, которые дает Академия, и расширить. Я сейчас поясню немножко. То есть вот смотрите, есть просто узконаправленное, связанное с постановок пиявок курсы. Да? Вот ты приходишь на курсы к человеку, который все знает только про пиявки. Он молодец, у него классный углубленный курс в этом направлении. Но мы смотрим шире. То есть можно не просто пиявку на лицо поставить, а поставить ее на проекционную зону какого-то органа внутри. Правильно я говорю, Ирин? Да, и абсолютно. ты совмещаешь уровень интеллектуального погружения в задачу с физической постановкой пиявки на эту зону для того, чтобы синергизм этих двух уровней воздействия дал наибольший результат человеку. Ира будет давать интеграционный курс, то есть там не будет отдельно только про пиявки или отдельно только про ГНМ, нет. Это будет курс про пиявки, но она будет передавать свой опыт. А вот если человек пришел с болью в колене, да, понятное дело, это не просто поставь ты в эту зону пиявки, у тебя все пройдет. Есть какой-то алгоритм важный, и в этот алгоритм входит. И спросить у человека, а какой конфликт самообесценивания ты пережил? Вот именно в таком формате. Но курс о пиявках – это такой грамотный подход. Правильно? Абсолютно. Да, абсолютно, да, спасибо. Дается в комплексе, именно увязывается. Да. Это, конечно, большой респект. Буду участвовать. То есть это контроль. Вот биотест для чего нужен? Для того, чтобы контролировать эти процессы. То есть вы, обладая знаниями работы с биорезонансом, человеку, делая съем, вы уже в голове сложили картинку и о его конфликтах, и о его фазах конфликтов, и вы знаете теперь, как и куда поставить пиявочку для того, чтобы это было максимально эффективно. Вот такой курс. Очень богатый. Супер. Курс. Супер. Да. Да. Поехали дальше. Не забудьте, пожалуйста, вся информация о нашем расписании, все есть у нас на канале. Подписывайтесь, пожалуйста, ловите там все новости. Мы вот тут внезапные эфиры устраиваем, акции объявляем, так что подписывайтесь, это будет всегда полезно. Поехали дальше. Следующий чудесный курс, многолетний, который родился еще до того, как появилась всякая какая-то тут академия. Это все какие-то... лучшая. Да, это то, чем занимаются Елена и Виолетта уже много лет. Но еще раз, у нас есть новые люди. Расскажите, пожалуйста, нам, что такое кинезиология, чем она отличается от всех других каких-то, то, что вот вы даете у себя на курсе. Что это такое? Ну, Давай я немножко вот введу, а ты расскажешь вот ту профессионализм, глубину. Я скажу о том, что в мою жизнь кинезиология пришла это как спасательный круг, честно скажу. Почему? Потому что, занимаясь психологией на протяжении долгого времени, причинно-следственными связями, прочитав море книжек, Лазарева, Луизы Хэй, всех, боже, у меня библиотека просто огроменная. Но всегда появлялся какой-то лабиринт. То есть ты вроде как все понимаешь, знаешь, а решения у этого нет.
И когда в мою жизнь пришла кинезиология, через Леночку Горьковую, когда после родов у меня был вообще стресс невероятный, стресс и родов, и моего внешнего вида, и всех бытовых там причин. И я была огромных размеров. У меня были сзади, знаете, такие вот складки, как я себя хрюшкой называла, потому что они такие, я была огромная, а я такой никогда в жизни не была. Меня можно было за швабру спрятать, вот до вторых родов я пряталась за шваброй. Ну, в общем, и Лена мне помогла решить эту проблему. Она провела мне коррекцию, в которой меньше всего я ожидала, что вот это будет причиной моего состояния. И все последующие коррекции, которые она мне проводила, она как ясновидящая путем мышечного теста угадывала мгновенно тот возраст моих состояний и моих эмоций. И я удивлялась, откуда она знает? Об этом знаю только я, больше никто. Вот такая это наука. Да, наука основана на точном мышечном тестировании. По тонусу мышцы мы определяем наличие или отсутствие стресса, вернее, стресса позитивного, который нам нужен для достижения желаемых целей, и стресса деструктивного, разрушающего, дистресса. Вот, и техники уже восстановления связи между полушариями мозга, между передними и задними отделами. Я уже упоминала в начале нашей встречи, что мы возвращаем ток энергии благодаря осознанию задних отделов мозга, в лобные доли. Куда мысль, туда энергия, туда кровь. И происходит восстановление баланса, восстановление кровотока. И когда кровь проходит через все структуры мозга из задних отделов до лобных долей, все центры, которые отвечают за управление функциями всех наших органов, они получают питание и включают в свои кнопочки на дальнейшую саморегуляцию. И да, дисбаланс в стрессовом состоянии, когда человек приходит, мы тоже используем претесты, так называемые предварительные тесты. Мы тоже работаем с точками, кнопками мозга, которые использует Елена в рефлексологии. Вот. Дыхательные техники, практики, восстановительные упражнения для баланса левого правого полушария, активизацию шишковидной железы. Определяем проблему с дегидратацией, восстанавливаем связь РНК-ДНК с генетической памятью, восстанавливаем зрение, потому что у нас глаз – это оптический прибор, а зрительные центры, зрительные анализаторы у нас находятся тоже в мозге, в задних отделах. Восстанавливаем слуховую цепь, улучшаем координацию, улучшаем память. В моей практике были результаты с решением проблем по рассеянному склерозу, по восстановлению слуха, по восстановлению голоса. Кстати, голос мы тоже восстанавливаем, работая с подъязычной системой, с мышцами, которые взаимодействуют со связками гортани. В общем-то, на первых 2 ступенях мы даем богатейший материал, освоить навыки эти может абсолютно любой человек, не обязательно медицинское образование. Этот метод «Единый мозг», он отличается от прикладной кинезиологии. Прикладная кинезиология, когда это, так скажем, манипуляции, ну, может быть, и с остеопатическими мягкими функциональными техниками можно сравнить, но не включается осознание человека. Вот Виолетта пошла по пути включать осознание в остеопатических практиках, да, на причинный фактор воздействуем, потому что вы уже услышали, что кровь, когда отливает от мозга, она приливает к мышцам. И мышцы все время в постоянной боевой готовности, потому что в экстремальной ситуации у нас инстинкты включаются: сражайся, борись, беги, бей, догоняй или убегай. Вот.
И наша задача, благодаря осознанию, объективно оценить ту ситуацию, которая происходит с человеком на самом деле. Убрать любой стресс, убрать любой страх. И, кстати, вторая ступень, все это в 5-дневном курсе дается, это работа с дислексией, это нарушение процессов в обучаемости. Стресс на буквы, стресс на цифры, стресс на счет можно устранить, восстановить также благодаря восстановлению специальным упражнениям, скорректировать и восприятие чтения, и счета. И это не только работа с детьми, но это и со взрослыми также. У кого-то стресс из детства на определенную букву, когда трудно давался алфавит или трудно было что-то считать. Стресс на цифру, которую человек в 1 классе писал, да, в тетради, а его заставляли несколько раз переписывать, еще и наказывали, еще подзатыльников давали, еще и кричали. И это все записалось в нашей клеточной памяти на уровне тела. Ну и благодаря этому методу мы можем через признание, опять же, проговаривание этой ситуации, изменить отношения и специальными упражнениями наладить процесс обучаемости. Ну да, вот если говорить, чем может кинезиология помочь и кому, все вот эти названия медицинские, болезни, проблемы, вот чтобы вы понимали, это не только это, да, кинезиология работает, например, в моем случае я пришла к Лене и говорю: Лена, у меня ощущение, что меня как будто заперли, что я уперлась куда-то в какую-то стену, в какой-то угол, я чувствую себя в каком-то замкнутом пространстве, вокруг меня все остановилось, и не решаются ни одни мои задачи. У меня зависли деньги, мне непонятно, что с работой, мне непонятно, что со стройкой дома, я не могу найти мастера, который плитку, должен положить, а их миллион, казалось бы, вот что-то я сделала не так. И мы за 2 часа это проработали, чтобы вы понимали, сидя на табуретке среди миллиона людей, проходящих в коридоре на фестивале здоровья. Я поплакала. Через месяц у меня все решилось. Все вопросы, которыми я пришла, у меня не было запроса на здоровье, да, у меня запрос на то, что я что-то в жизни куда-то уперлась. Вот с этим тоже работает кинезиология и работает каким-то тоже для меня волшебным образом, хотя я сама училась у Лены. И для меня супер важно, что это не надо причинять боль человеку, потому что вот то, что делает Лена Герливанова, и на мне делала, да, мне было больно вот до слез. И я, может быть, даже боюсь таких вещей. А вот этот метод, он абсолютно не предусматривает вообще никакой боли с телом. Тебе не надо делать никаких физических тяжелых занятий. Я лентяйка, это тоже для меня важно. То есть это какая-то магия, действительно, просто. И у нас на Через канале на признание Ютубе выходим из изолированности, признаем, проговариваем свою ситуацию. И у этим мы нас нейтрализуем негатив. У нас на канале на Ютубе есть видео с нашего выступления в декабре на Конгрессе Национальной ассоциации народной медицины, где Лена в течение получаса работала с человеком из аудитории и решили проблему, которая у нее была, вот просто вот сидя под камерами перед всем залом. Вот такой метод. Я просто потом, мы когда выходили, я слышала, как к Лене подошел человек и сказал: очень круто, я вот сам специалист в этой области, психолог, то, как вы работаете, это прям супер круто. Поэтому давай расскажем. У нас курсы будут по кинезиологии в марте. Это будет в Горячем Ключе, где Лена живет. Туда можно приехать. Прекрасный сезон, да, у вас там уже тепло в это время. Да, Это начало весна, все весны. цветет. Вот. Либо в апреле мы планируем собрать группу в Москве, поэтому кому ближе в Москву, тоже можете планировать сюда. Все даты и пароли явки будут у нас на канале в Телеграме. Да. И Да, ну и теперь, мы еще, наверное, мы говорим про формулу здоровья, энергия, информация, вещество. Ну вот из последних моих таких ярких примеров в таком интегративном комплексном подходе это решение проблем с миомой и с полипом у женщины. Она пришла ко мне на тестирование в феврале. С марта, когда мы заказали продукт с комплексами, с очистительными, антипаразитарными, с микроэлементами, витаминами, и в дальнейшем
их прием. В июне уже у нее не было миомы, не было полипа, а в сентябре уже у нее не было миомы. То есть за полгода мы решили эту задачу. Подтверждено результатами УЗИ. Интегративным способом. Да. Вот теперь, наверное, все понимают, почему наша академия, она собирает бриллианты возможностей, которые можно совместить, интегрировать и получить шикарнейшие результаты у людей в отношении здоровья тела, духа и души. И вы теперь понимаете, что, да, конечно, мы выявили конфликт, мы знаем, что это у человека так, а дальше-то что делать? Всегда звучит вопрос. Так вот, дальше у нас есть комплекс инструментов, курсов, которые вы можете пройти, получая эти инструменты в свой арсенал, чтобы быть полезным себе, близким и тем, кто вас найдет, чьи ноги Господь приведет к вам, потому что знает, что у вас есть что-то важное для него, чтобы исцелиться. Скажу еще важную вещь. Мы, как академия, всем участникам курсов даем образовательный документ, да, об образовании. Это сертификат. Я не пропала? Не, мигала. Ага. Мы выдаем сертификат. И продолжая тему легальной работы, мы очень тщательно и ревностно относимся к вопросам легального использования работы в нашей деятельности, в нашей стране, да, в нашей отрасли. Поэтому приглашаем всех, у кого есть вопросы по профессиональному применению, по рекламе, по дистанционному обучению. У нас 16 марта будет супер правовой семинар, вебинар, который будет для нас проводить, для студентов нашей академии, Владимир Владимирович Егоров, это президент Национальной ассоциации народной медицины, юрист с многолетним стажем, чтобы вы понимали, этот человек защищает интересы нашей отрасли в Государственной Думе и в Министерстве здравоохранения. Он работает с таким вот уровнем чиновников и тех людей, которые определяют судьбу нашей отрасли в нашей стране. А сейчас очень много всяких нововведений, очень много изменений, касающихся профессиональной деятельности, поэтому мы пригласили Владимира Владимировича к нам, и 16 марта он проведет для нас правовой вебинар, вы можете тоже в нем поучаствовать, тоже есть информация у нас в расписании, не пропустите, потому что это уникальная возможность вообще решить свои юридические вопросы. Ему можно будет задавать вопросы какие-то по своей текущей деятельности. Вы также получите документы о том, что вы проходили этот семинар. Это важная история. В общем, мы взаимодействуем, наша академия партнерствует с такими крутыми учреждениями в этой области, поэтому, в общем, мы этим гордимся. Не просто так все. Да, и важными, потому что все-таки работать в правовом поле, это, для нас это важно. Для нас это важно. И мы хотим, чтобы наши студенты, они использовали именно такой путь. Ну все, я предлагаю заканчивать. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Это было такое спонтанное, наверное, мы как-нибудь повторим, потому что очень много информации, много новостей, мы очень бурно развиваемся, мы хотим, чтобы вы развивались вместе с нами, а мы с вами. В общем, будем оставаться на связи. Подписывайтесь на все наши каналы, на все телеграммы. Это нам очень важно, потому что это помогает нам развиваться и продвигать знания другим людям. Спасибо всем большое. Счастливо. Всего доброго.